Народ, всем привет! В предыдущем видео я рассказывал о том, как мы утепляли и штукатурили фундамент. А сегодня я хочу вам рассказать о том, как мы делали черновую отделку нашего фасада. Напомню, чем мы утеплялись. Это пятерочка пенопласт 25 плотности, которым мы полностью утеплили с трех сторон нашу пристройку. И перед тем, как начать черновую отделку, нужно обязательно пройти все стыки. Мы пропенивали стыки, чтобы не было больших щелей, поэтому все проходим ножичком, а потом еще поверх и теркой. Тогда у нас получаются абсолютно ровные поверхности. Не будет никаких бугров и резких переходов. Желательно заранее подготовить уголки абсолютно на все угловые поверхности. На окна, на дверные проемы и так далее. Тем самым работа ускорится, причем достаточно сильно. Дальше мы замешиваем наш состав, которым мы будем штукатурить пенопласт. В данном случае это церезит ST82. Это клей для минеральной ваты либо пенопласта. И этим же клеем в дальнейшем делается черновое штукатуривание самого пенопласта. Разводим его в первый раз до достаточно густой консистенции и начинаем. Начинаем мы желательно с угловых поверхностей. Так будет потом проще наносить ровные красивые слои непосредственно на плоские поверхности. Сначала наносим штукатурку, поверх уголки и потом поверх еще раз замазываем. Абсолютно все ровные поверхности, просто стены, мы будем обязательно все это дело еще укреплять стеклосеткой. Потому что если не укреплять стеклосеткой штукатурку, то все это дело может, конечно же, отвалиться. В конце августа стояла хорошая теплая погода, и столько воздушных шаров у нас летало в округе. Напомню, я не профессиональный строитель. Все это делается на любительском уровне, начитавшись разного рода статей и насмотревшись, как это делается в интернете. Но в целом делал все не спеша, аккуратненько старался, вроде что-то и получалось. На штукатуривание, полное штукатуривание фасада у меня ушло примерно 3 недели, потому что, к сожалению, в дальнейшем очень сильно испортилась погода, неделю мы просто потеряли. Ну а вот как все это дело делалось. Изначально мы достаточно толстым слоем наносим первый слой нашего клея на стену. Сильно его пока, скажем так, не выравнивая, не размазывая. В дальнейшем мы берем кусок стеклосетки. И если вы это делаете, как я, кусками, я сначала делал вверх, а потом низ, то стеклосетка должна обязательно пересекаться с предыдущим слоем примерно на 10 см внахлёст со всех сторон. Накладываем ее на наш достаточно толстенький слой и вмазываем вовнутрь руками. И это правильно, надо делать именно так. Нельзя сначала прислонять стеклосетку просто к чистому пенопласту, а потом ее штукатуривать. Тогда под ней будет достаточно мало штукатурки и будет очень мало зацепа. Возможны варианты, что они отвалятся. А так у нас стеклосетка будет ровно в центре слоя. В дальнейшем мы снова берем шпателек, размазываем то, что у нас вылезло из стеклосетки, и, добавляя на шпатель новые порции клея, уже выравниваем все это дело до красивого ровного состояния. В данном случае уже много штукатурки не нужно. Нужно ровно столько, чтобы закрыть сетку. После того, как я зашпаклевал первую стену, я приступил к лицевой. Лицевая сторона фасада у нас достаточно большая и высокая, поэтому, обратившись к своему соседу-строителю, я попросил у него снова 2 секции лесов. Работал допоздна, благо с этой стороны у нас висит фонарь, и он позволяет работать до поздней ночи. А еще в темноте у нас ползают вот такие вот сюрпризы. В один из дней я шел по двору,
когда уже заканчивал работать, споткнулся, объезжая, и чуть не упал. Но, слава богу, ни я, ни Ёж не пострадали. И вот первая беда. Всегда смотрите прогноз погоды. После того, как в один из вечеров я закончил работать и поехал домой, на улице пошел дождь. Дождь косой, лил прямо на фасад, и невысохшую штукатурку он просто смыл. Образовалась вот такая вот бугристая ерунда. Но это не беда. По ней я прошелся в дальнейшем терочкой, снял, выровнял и поверх снова оштукатурил. В дальнейшем леса передвигались, ползал поверху и опять же все это дело обмазывал. На всех углах, в том числе и дома, везде ставились пластиковые уголки с сеткой. Так получается гораздо аккуратнее, гораздо красивее. Уголки нужно ставить обязательно. И здесь я показываю просто для примера. Изначально я мазал на стену штукатурку, в дальнейшем прикладывал уголок и обмазывал его опять же вторым слоем поверх. Но что-то результат после самого первого раза, откровенно говоря, меня не устроил. Вот такая вот разноцветная ерунда получилась. Но при всем при этом это одна и та же смесь, купленная в одно и то же время, заштукатуренная, правда, в разные дни. И, как видите, получился какой-то дикий разноцвет. Также могу сказать еще такой момент. После того, как все это дело высохло, проступила сетка. Была очень сильно видна сетка. И, побежав к соседу-строителю, опять же, я у него спросил, а в чем дело, почему у него все красиво, серого цвета, однотонное, а у меня получилась такая жесткая палитра цветов со всеми видными переходами, да еще и с торчащей сеткой, ведь слой я наносил достаточно толстый. Он мне сказал очень простую истину. А наносить, оказывается, нужно штукатурку в 2 слоя. Первый должен высохнуть, что у меня и произошло, и в дальнейшем нужно наносить второй слой. Поэтому снова беремся за ведро, за шуруповерт и замешиваем новый слой. А то, что мы будем покрывать вторым слоем, мешается уже не густо. Нужно здесь уже мешать достаточно жиденькую смесь, ну, скажем так, состояние сметаны, и ей уже тонким слоем все это дело наносить на стену. Если первый слой я наносил чуть ли не 1,5 недели ежедневно вечерами, то второй слой с 2 сторон, с самой большой стороны фасада и с одной из маленьких сторон фасада я нанес буквально за день, в субботу, с утра и до позднего вечера. Второй слой наносится очень тонко, хорошо размазывается, и тем самым не будут видны ни переходы, не будет никаких линий, и сетка после этого уже проступать не будет. И вот вам пример, как с одной стороны уже высох второй слой, а с другой стороны у нас пока только первый слой. Бледненький, страшный, видны грибки, проступает сетка. С этой стороны уже такого нет. Уже все красиво и однотонно. Вот так все это дело выглядело после того, как я в первый день оштукатурил вторым слоем. Он еще мокрый. Это вечер этого дня. Еще ничего не высохло. А вот так все это дело выглядело уже на следующий день. Клей высох, штукатурочка высохла. И у нас уже все с большего однотонно и красиво. Не видно никаких переходов, нигде не торчат ни грибки, ни сетка. Поверх этого уже в дальнейшем можно будет делать какую-нибудь чистовую отделку. Какую пока не решили. Может, покрасим. Но это уже в дальнейшем. Вот такие пироги, дорогие друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание.
Если хотите видеть другие видео, нажимайте на колокольчик. А мы продолжаем. Всем пока!